Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня на канале еще одно праздничное новогоднее рождественское видео. Готовить я буду красный бархат. Но это будет небольшой торт, а маленькие порционные пирожные. И еще из этого же бисквита я сделаю кейк-попсы. Такие мини-тортики на палочках. Дети их обожают. В процессе приготовления буду рассказывать о всех нюансах, поэтому оставайтесь со мной, и чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Начнем с приготовления бисквита. Для него мне понадобится 220 грамм кефира, 230 грамм сахара, 130 грамм сливочного масла, 50 грамм растительного масла, 3 яйца, 280 грамм муки, 5 грамм какао, 4 грамма соды, 5 грамм разрыхлителя и 1,5 чайных ложки красного гелевого красителя. Начинаю с того, что в чаше миксера смешиваю сливочное масло комнатной температуры и сахар и взбиваю. Делать это можно и ручным миксером. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Пока масса взбивается, просею все сухие ингредиенты. Муку я просеяла заранее, теперь добавлю какао, соду и разрыхлитель. Какао используйте только натуральное и не кладите его много, так как коржи могут получиться не красные, а уже совсем другого оттенка. Хорошо перемешиваю. Масло с сахаром уже взбилось, побелело. Продолжаю взбивать и добавляю по одному яйца. Хорошо перемешиваю. Теперь отправляю в чашу половину сухой смеси и опять хорошо вымешиваю. На этом этапе добавляю кефир и снова вымешиваю. Добавляю оставшиеся сухие ингредиенты. Теперь добавляю растительное масло. После того, как все хорошо соединилось и взбилось, добавляю краситель. Его идет достаточно много, так как цвет торта должен быть ярко-красный. Я использую всегда гелевый краситель марки Americolor, цвет Red Red. Это не реклама, просто оттенков красного очень много, и я остановилась на этом. Его же я использовала и для украшения новогодних пряников, рецепт которых есть у меня на канале. Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Вот такой цвет должен получиться. Печь бисквит я буду не в формах, а на противне. Так удобнее, потому что вырезать я буду маленькие пирожные. И вот из обрезков бисквита как раз и будем делать кейк-попсы. Распределяю тесто по противню, желательно равномерно. И ставлю выпекать в разогретую до 180 градусов духовку в режиме вверх-вниз примерно на полчаса. Но время корректируйте с учетом своей духовки и толщины бисквита. У меня противень внутри размером 33 на 42 см. Если у вас меньше, то бисквит будет толще и, соответственно, увеличится время выпечки. Готовность, как всегда, проверяем зубочисткой. Старайтесь бисквит не пересушивать. Мой провел в духовке 35 минут, он готов. Перекладываю его на решетку и дам полностью остыть. Пергамент обязательно нужно снять. После того, как бисквит полностью остыл, вы можете делать пирожные, но лучше испечь его накануне.
Я испекла его заранее и сейчас покажу, как его дальше можно хранить. Беру свое любимое кольцо диаметром 6,5 см и вырезаю круглые заготовки. Именно его я использовала для вырубки волованов, когда готовила несладкие новогодние закуски. Если вы не посмотрели это видео, то ссылку я оставлю в описании. Это очень вкусно. Кстати, форму вы можете выбрать любую. Можно даже сделать елочки или звездочки. В моих пирожных будет 3 коржа. Я сейчас каждый коржик проложу пергаментом, чтобы они не слиплись, и заверну в пищевую пленку. Можно положить в холодильник, а можно убрать в морозилку на более длительное хранение. Обрезки тоже заворачиваем в пленку и убираем в холодильник или морозилку, и чуть позже я к ним вернусь. В пирожные для яркого вкуса я добавлю вишню и сделаю вишневую пропитку. Для этого мне понадобится 150 грамм замороженной вишни без косточки, 70 грамм сахара, 100 грамм воды и 50 грамм коньяка или ликера по желанию. Наливаю в кастрюльку воду, всыпаю сахар и проварю до растворения сахара. После этого всыпаю вишню, проварю еще пару минут и сейчас добавлю коньяк. Если вы не хотите добавлять алкоголь, то этот шаг пропускаете. Проварю еще пару минут, чтобы алкоголь выпарился. Оставляю вишню в этом сиропе настаиваться. Можно это сделать накануне вечером. Теперь о креме. У меня это будет крем-чиз на ганаше из белого шоколада. Мне понадобится 100 грамм белого шоколада, 100 грамм жирных сливок 33%, 200 грамм сливочного сыра. Нагреваю сливки и вливаю на шоколад. Подожду минутку, пока шоколад начнет таять, и пробью массу погружным блендером. Накрою ганаш пленкой в контакт и уберу в холодильник. Это тоже лучше сделать накануне сборки торта. Ганаш у меня стабилизировался, можно делать крем. Взбиваю холодный сливочный сыр миксером. Долго не взбивайте, чтобы не перевзбить. Теперь к сыру добавляю охлажденный ганаш и еще собью. Вот такой крем получается. Он достаточно густой, хорошо держит форму и не растекается. Переложу его в кондитерский мешок и ненадолго уберу в холодильник, чтобы подготовить вишню, которая у меня сейчас лежит в сиропе. Я ее откидываю на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Немного сиропа перелью в пиалу и буду использовать для пропитки бисквита. Снимаю пленку со своих заготовок. Вот теперь у меня все готово для сборки. Приступим. Пропитываю корж сиропом и выдавливаю крем вот такими шариками. Так как края пирожных у нас идеально ровные, потому что мы их вырезали, не нужно будет их обмазывать и выравнивать. И смотреться это будет очень нарядно и празднично. Заполняю пустоты вишенками. И выкладываю следующий уровень. Повторяю все то же самое. И последний слой.
Вот какое красивое яркое пирожное получилось. Цвет Нового года и Рождества. По-настоящему празднично. Осталось еще одно лакомство – кейк-попсы. Для него я возьму 300 грамм бисквита, 200 грамм сливочного сыра, 150 грамм белого шоколада, 15 грамм растительного масла, жирорастворимый краситель. Вот обрезки бисквита, которые у меня остались после сборки пирожных. Его нужно измельчить в мелкую крошку. Можно это сделать руками, но быстрее и качественнее это сделает блендер. Крошка должна быть очень мелкой, чтобы не было крупных кусочков. В итоге получилась вот такая яркая крошка. В качестве крема я возьму сливочный сыр, так как сверху кейк-попс будет покрываться шоколадом, и этого вкуса будет достаточно. Начинаю добавлять понемногу сливочный сыр в бисквитную крошку и тщательно вымешивать все это руками, чтобы сыр равномерно распределился. Точное количество сыра, которое понадобится, рассчитать невозможно. Все зависит от влажности бисквита и от того, какой сливочный сыр вы возьмете. Основное, на что нужно ориентироваться – масса должна быть пластичной и хорошо лепиться. Скатайте шарик. Если он рассыпается и не держит форму, значит добавляем сыр. Если шарик слишком мягкий, то значит вы переложили сыр и нужно будет добавлять бисквит, иначе шарик на палочке держаться не будет. А вот бисквита у вас в запасе может не оказаться. Поэтому я и советую добавлять сыр небольшими порциями. Когда у вас уже получилась правильная масса, скатывайте шарик того размера, какого хотите получить, и взвесьте его. Остальные шарики делайте такого же веса. Или можно взвесить всю массу и определиться, сколько у вас получится кейк-попсов и какой массы. Теперь каждую заготовку нужно тщательно помять в руке, чтобы не оставалось никаких пустот, и скатать ровный шарик. В среднем вес одного кейк-попса от 25 до 35 грамм. Я делаю 25. У меня получилось 20 штук. Перед тем, как вставлять в них палочку для кейк-попса, их нужно обязательно охладить. Отправляю их на полчасика в холодильник. Тем временем возьму 20 грамм белого шоколада и растоплю его в микроволновке короткими импульсами. Главное, не перегрейте, а то он расслоится. Можно растопить и на водяной бане. Прошло полчаса. Достаю из холодильника шарики. Шоколад я растопила для того, чтобы с его помощью закрепить эти палочки в кейк-попсах, и они не падали. Окунаю край палочки в растопленный шоколад и вставляю в серединку шарика. Загонять палочку внутрь нужно где-то до середины или на 2/3. Главное, не переусердствуйте и не проткните кейк-попс насквозь. Подготовленные кейк-попсы снова отправляем в холодильник минут на 15, чтобы шоколад схватился. А за это время подготовим шоколад для покрытия. Шоколад я взяла белый и часть покрашу в разные оттенки розового. Если вы красите шоколад, то берите только жирорастворимые красители. Для начала шоколад нужно нагреть, и я это делаю в микроволновке. Теперь к шоколаду нужно добавить совсем немного растительного масла без запаха. Обычно это 10% от веса шоколада. То есть у меня 150 грамм шоколада, значит мне нужно 15 грамм растительного масла. Это делается для того, чтобы повысить текучесть шоколада. Когда вы достанете холодный кейк-попс и окунете его в шоколад, то шоколад быстро начнет схватываться. И чтобы успеть его ровным слоем распределить по поверхности кейк-попса, мы и добавляем растительное масло, тем самым повышая текучесть шоколада. Подготовленный таким образом шоколад откладываю в мисочки и буду окрашивать.
Добавляю краситель и хорошо вымешиваю. Добиваюсь нужного мне цвета. Вот такие оттенки розового я подготовила. Если вдруг шоколад у вас начал остывать, вы можете его немного подогреть. Шоколад я перелила в высокий стакан, чтобы удобно было окунать туда кейк-попс. И не забудьте подготовить какую-нибудь подставку, в которую вы будете вставлять готовые кейк-попсы, чтобы они не касались друг друга. Я использую пенопласт. Окунаем, прокручиваем и аккуратно стряхиваем лишнее. Но кейк-попс трясти не нужно, просто слегка постукивайте по руке, и лишний шоколад будет стекать. Если вы будете посыпать кейк-попсы какой-либо посыпкой, то сделать это нужно сразу, пока шоколад не остыл. Белым шоколадом я покрыла не все кейк-попсы, так как часть из них я буду окрашивать по-другому. Здесь шоколад у меня уже застыл, и я продолжу их украшать. При помощи ложки я буду быстро наносить вот такие хаотичные линии. Вот что у меня получается. И сейчас, пока эти полосочки шоколада еще не застыли, я аккуратно пинцетом прилеплю вот такие сахарные шарики. Разрисую остальные. Теперь еще один вариант окраски кейк-попсов. Теперь в оставшийся белый шоколад я буду добавлять светло-розовый, при этом не просто выливая, а рисуя произвольно линии. А сверху добавлю еще и другой цвет. Теперь буду окунать кейк-попсы и, доставая, буду их прокручивать. Получаются при этом вот такие нечеткие разводы. Даем шоколаду хорошо застыть и дальше оформляем по желанию. Так как я готовлю их на Рождество и Новый год, то вырезала кусочек пенопласта и вставила его вот в такой замечательный сапожок. И теперь размещаю там свои кейк-попсы. Вот такие два праздничных десерта у меня сегодня получились. Я надеюсь, что они вам понравятся, и вы обязательно их приготовите. И не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и, конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.